Друзья, привет! Я решил записывать по 5 минут дневник, который опубликовала «Комсомольская правда». Человек, который, снайпер, видимо, который был на Азовстале. Он там вел дневник с 1 по 17 число. Вот он. Они его нашли в развалинах, корреспонденты «Комсомольской правды» нашли в развалинах Азовсталя. 1 мая 2022 года, Мариуполь, Азовсталь, бункер. Уже май, и наших проблем в окружении не видно конца. Сегодня было сообщение об эвакуации гражданских. И по радио рассказали о завершении перемирия и тишины. Скорее всего, начинается новая, более мощная серия авиаприлетов, бомбежек. На завтра 2-суточное дежурство с группой Коваля. После 4 дней в бункере это очень кстати, потому что тут хочется выйти от скуки и безнадеги, а питание такое, что хоть плачет обида. Интернета все равно не увидим, потому что начальству все равно, а на дежурстве при дневном свете чувствуешь себя человеком, а не крысой какой-то. Пока тишина, вылазили на поверхность. Сегодня вспоминали первомайские праздники в мирное время. Шашлыки, солнышко и даже открытие купального сезона. Какое это все теперь далекое. 2 мая. Сегодня была возможность выйти в интернет. Смотрел новости о взятии на вооружение техники, танков, артиллерии и самолетов. По прогнозам в мае в России должны понять, что дело не выгорело. Даже если проведут мобилизацию всех ресурсов, Украина будет усиливать натиск. По нашему цеху над бункером что-то очень хорошо прилетело. Пыль поднялась в воздух. Я переехал в комнату к Резолю. Но когда осмотрелся, увидел, что прямо над головой висит большая балка. Решил сместиться к лавке, так спокойнее. Собирались сегодня разбирать завалы над магазином с продуктами, где все понемногу пасутся, но обстрел помешал. Нужно перемещаться по улице, а это большие риски, такой толпой тем более. Так что с продуктами так себе. Сегодня на обед даже борщ был, но порции по полмиски. Экономим воду, дают по 1,5 литра на 2 суток каждому. Это немного, мягко говоря. Как радует, что не имею унизительного желания искать окурки. Так много кто делает. 3 мая. Там же. Днем попилил дров. Тут хватает доски, балки заготовленные, только пила тупая. Успел выпить пару кружек чая за день. Проблемы с водой и очередь к чайнику, с сахаром тоже. На одной из наших позиций коммунальной есть выход к реке. Наши морпехи поставили там сетки на рыбу. Вчера Ганс проводил их, чтобы собрать улов. Питаемся постненько, 2 раза в сутки. С куревом беда, весь табак из бычков давно повытягивали. Крутят газеты. У меня главная радость, Палыч показал мне СМС от жены про то, что у них все хорошо, очень меня любят и ждут. Успокоился и вернулся с позиции. Пришлось выгонять собаку с моего места. Белый пес, которого считали лабрадором, оказался ротвейлером. Сейчас он не белый, весь в грязи и мазуте. Не знаю, чем он питается, самим есть нечего, но не уходит. Помним, что белый пес тоже уехал в эвакуацию. Мы видели фотку его в одном из автобусов. Его девушка держала. 4 мая. Хлопцы с Ковалем вернулись, рассказали, что был сильный минометный обстрел. Ранило одного, немножко зацепило и Коваля. Ситуация острая, все укрытия разобраны обстрелами из танков и БТР. Новостей никаких, эвакуации нет. Неизвестность напрягает, нужно держаться, но надежд нет. Продукты еще есть, но по минимуму. 5 мая, там же. Перспектива, что выберусь отсюда, все более невозможная. Все понятнее, что мы становимся какой-то разменной монетой. Возможно, это тот кусок, которым удовлетворится Россия и остановит военные действия в Украине, взяв Азовсталь и азовцев. Мы просто пойдем на бойню или в унизительный плен, потому что похоже, что про нас забыли. Сегодня Олег Кадолба немного смотрел интернет. Там про Мариуполь сообщение от Зеленского. Он говорил, что не проходит дня, чтобы он не думал про эвакуацию, но это только пустые слова. Было бы неплохо отмыться от грязи, потому что тут только салфетки. Точнее, медицинские маски вместо салфеток, а воды вообще очень мало. Сны какие-то рваные, топот, взрывы, постоянно шум подразделений, которые ночью проходят практически по головам. Туда-сюда мысли только про дом, вкусную еду, курево. Ну и в следующем видео про то, как они выбрались все-таки из Азовсталя. До следующего видео.